Итак, вот теперь все должно быть нормально. Па. Па. О, вот уведомление. Так, скажите мне, как меня слышно? Слышно хорошо. Задержка 3 секунды. Угу, супер. Хорошо. Так, ну что ж, это Гвент. И сейчас мы будем в него играть. Значит, для начала я объясню принципиально, что вообще он из себя представляет, а потом, соответственно, объясню, на какой колоде мы будем играть. Значит, в Гвинте есть разные фракции, разные колоды, играются на 4 ряда. Теперь покажу, что это значит. Значит, вот, допустим, борт. Есть верхний ряд, вот он обозначенный этими кирпичами. Значит, верхний борт рейнджовый противника, милишный противника, милишный мой и рейнджовый мой. Вот получается 4 этих самых, 4 ряда. Мы, соответственно, на этих 4 рядах и играем. Я буду играть на синдикате. И сейчас покажу, что там есть и что из себя представляют карты, как они между собой синергируют. Значит, мы будем играть на синдикате. И на синдикате вот это наша колода. Значит, у нас есть обилка героя, которую мы можем использовать один раз за игру. Она наносит 8 урона противнику, и любой дэмэдж, который был нанесен зря, скажем так, поверх, допустим, у него будет 5 хп, я нанесу 8. Вот эти вот лишние 3 урона, они превращаются в монетки. Соответственно, это hero обилка. Removal с генерацией монеточек. Через монетки играть синдикат, это специфика именно синдиката. Дальше. Токен. Он дается, если мы идем первый в качестве преимущества, потому что тот, кто идет первый, эта игра получается от карт, которые у тебя есть на борде. Не так, что как бы ты проигрываешь, когда твой герой умирает. Ты, получается, имеешь столько счета, сколько, соответственно, имеют твои карты. Поэтому в конкретно данной карточной игре тот, кто идет второй, имеет преимущество, потому что он может среагировать на действия противника. Если ты, допустим, в первом раунде слишком много карт поставишь, которые будут, скажем так, хорошие темповые карты, то, соответственно, противник может просто посынуть, ты выкинул очень много хороших карт, и он затем заберет 2 лишних раунда, и ты, соответственно, останешься с носом. Вот. Для того, чтобы этой фигни не было, придумали вот такую штуку, как токен. Их есть разное количество. Самый стандартный — это Tactical Advantage. Он бустит твоего юнита на 5. Мы играем через Magic лампу. Она вызывает Джина, который имеет те же самые 5 статов, но, соответственно, на отдельном теле. Это чуть более профитно в данном случае. Есть еще у синдиката, допустим, вот этот вот Tiger Zai. Он дает 4 монетки, но его мы использовать не будем, мы используем Magic лампу. Дальше. У нас есть золотые карты и бронзовые. Каждая из этих карт имеет свою силу. Допустим, вот в данном случае морал имеет 5 и свою стоимость по провизии, то есть 10. Стоимость по провизии, вот здесь вот, вся дека может иметь максимум 165 провизий. То есть это такой способ балансировки колод, чтобы в них нельзя было запихнуть только золотые карты и особо очень крутые. Если ты засовываешь очень много крутых золотых карт, которые стоят много по провизии, то, соответственно, значит, что у тебя должны будут быть большое количество бронзовых карт, которые, соответственно, слабее. Таким образом, выбаланшивается дека относительно провизии. Вот, должно быть минимум 20 юнитов, нет, минимум 13, у нас в деке 20. И минимально 25 карт. Больше, чем 25 карт брать не оптимально, потому что это, соответственно, уменьшает постоянность колоды. Потому что за игру ты можешь вытащить, ну, допустим, сколько здесь? Мы получаем 10 сначала, потом еще 3 с каждого дро, это 16. Ну и, допустим, у нас есть банк и вот этот летучий реданец. То есть это еще 2. То есть 18 карт стабильно я могу отсюда вытащить. Если я вытаскиваю отсюда 18 карт, это значит, что у меня обычно остается где-то около 7 карт, которые я не разыгрываю, и если это какая-нибудь золотая карта, важная, то, соответственно, я ее воспользоваться не смогу. И чем больше карт я сюда запихну, тем, соответственно, менее эффективна будет моя колода при этом условии.
Вот, дальше. Что мы имеем? Какие карты мы вообще здесь имеем? Пассифлора. Это сценарий. Он прогрессирует каждый раз, когда я разыгрываю карты с тегом Blind Eye. Это специальная фракция. Значит, он будет мне спавнить совратительницу, куртизанку, так сказать. Что она делает? Каждый раз, когда оппонент играет карту юнита, если быть более специфичным, то она себя повышает на 1. Если их несколько, то если, допустим, у меня стоит одна Seductress и вторая Bonded, то они будут уже работать не от юнита, а от любой карты, которую будет разыгрывать противник. Если я заплачу 3 монетки на ней, то она получит щит. Щит защищает от следующего инстанса урона. То есть, если кто-то на нее кинет 1 урон, она будет защищена. Если кто-то на нее кинет 3 урона, она будет защищена. Это не всегда выгодно, но есть ситуации, в которых, соответственно, это можно использовать. Дальше. Это работает тогда, когда я только играю эту карту. Это пролог. Дальше, если я сыграл одного юнита с тегом Blind Ice, или не юнита, или Spell, и у него тоже есть тег Blind Ice, я перехожу к первой главе. Первая глава, соответственно, спавнит эту карту. Эта карта имеет 4 силы, и когда у меня 4 монетки в банке, она, соответственно, бустится на 1. И последняя глава, вторая, я получаю 6 монет. То есть, если я разыграю еще один Blind Eye, я получу 6 монет. Дальше, морал. Когда я его разыгрываю, это деплой, он отравляет противника, и дальше на следующий ход у него появляется, соответственно, ордер, приказ. Он может отравить еще раз какого-нибудь юнита. В идеале, соответственно, ты кидаешь его на одном ходу, и на втором ходу ты еще раз отравляешь этого противника, и ты его, соответственно, таким образом убиваешь, потому что 2 пойзона убивают противника. Вот. Дальше Филиппа. Она переманивает противника юнита со стороны противника, и за это нужно заплатить столько монет, сколько, соответственно, силы у этого юнита. Очень сильная карта. Смотрим, как она будет играться. Вивальди Банк дает мне 3 монетки и позволяет мне посмотреть на верхние карты в моей колоде. Первую, самую верхнюю, я могу разыграть бесплатно, потом за каждую последующую я должен заплатить на 1 монетку больше. То есть, если у меня стоит как нужная мне карта на 3-й позиции, я буду заплатить за нее 2 монетки, для того, чтобы ее оттуда достать. Мадам Луиза. Intimidate означает, что если я разыгрываю преступные карты, она будет повышать себя на 1, и ее способность, следующий трибут, будет бесплатный. Трибут, допустим, есть у Саволы. Я могу заплатить 9 монеток, когда я его разыгрываю, и, соответственно, он тогда разыграет вот этого Фрайтнера, свой констракт. Он мне, кстати, дает 2 монеты. Если я разыгрываю в комбинации с Мадам Луизой, то, соответственно, его трибут будет бесплатный, и эти 9 монеток я платить не должен. Вот. Дальше. Азар. Создает жуков, которые защищают мне борт. Defender — это тег, который не позволяет противнику выбирать в качестве цели какие-либо другие юниты, кроме того, на котором стоит, соответственно, тег Defender. Он дает сам Азар 3 монетки. Можно, соответственно, когда я его ставлю, приказать ему, чтобы заплатить еще 3 монетки и поставить 2 скоробеев. Если я этого не делаю, то он мне ставит только 1 скоробея. Летучий риданец. Если у меня 9 монеток в банке сохраняется, то в конце хода он себя, соответственно, вытаскивает или из отбоя, или из колоды самостоятельно. Андриана Лебинг имеет профит 2, и если я заплачу 5 монет, вызовет, соответственно, Seductress. Дальше. Эболт имеет профит 2. Я могу заплатить еще 2 и нанести 2 урона любому вражескому юниту. Хороший ремувал. Хаунды имеет 2 армора, и каждый раз, когда баррикейд означает, что если у этого юнита есть армор, он будет что-то делать. Конкретно этот юнит в конце хода повышает себя на 2, если у него есть армор. Если с него армор сняли и выгодно будет, допустим, на него этот армор перепоставить, то я могу заплатить 4 монетки, и он получит 1 армор, он, соответственно, будет бустить себя дальше. Дальше, Саул. В зависимости от того, сколько у меня монеток, он будет себя бустить на разное количество хп. Если у меня 3 монетки, будет пустить себя на 1 в конце хода, если 6 монеток на 2, если 9 монеток на 3. Вот такой engine небольшой. Pickpocket. Кстати, имеет тоже тег Blind Ice и имеет тег Crime. Это спелл, который мне дает 7 монеток. Дальше. Пошли бронзовые карты.
Одна Seductress у нас есть, я уже объяснил, как она работает. Она у нас без каких-либо дополнительных приспособлений, просто сама стоит. Она нам нужна для тега Blind Eyes, для того, чтобы активировать пассифлору. Дальше. Фистек отравляет противника и дает 4 монетки. Witch Hunter ставит баунти, то есть как там, награда, на вражеского противника. Награда работает таким образом, что если я убиваю противника, на котором есть награда, я получаю столько монеток, сколько он имеет базовой силы. Допустим, если он имеет базовой силы 5, и я его убиваю, при том, что на нем будет висеть это баунти, я получаю 5 монеток. Вот. Есть сценарии, в которых это можно использовать, когда это, допустим, единственный вариант, каким образом себе сделать монетки. Sea Jackal — это так называемый спендер, то есть его можно использовать для того, чтобы тратить монетки. Можно заплатить 2 монетки и забустить его на 2. Если же у меня в банке будет 7 монеток или больше, то он себя будет бустить на 3. Таким образом, если у меня, допустим, 9 монеток, я нажму один раз, он себя бафнет на 3. У меня останется еще 7 монеток, я нажму еще раз, он себя еще раз бафнет на 3, и последующие, соответственно, 2 буста будут только на 2, потому что у меня будет меньшее количество монеток. Работает вот так. Фистек Трафикер. Барыга. Он отравляет, соответственно, юнита, и если я отравляю союзника, то за это получаю 3 монетки. То есть тут есть вариации. Я могу либо на противника накинуть эту штуку, либо на своего юнита кинуть. Дальше. Что у нас еще есть? Хаунды. Если поставить их на рейнджовый ряд, то есть на нижний, они отравят юнита. Если поставить на милишный, то они поставят статус блидинг на 2 хода. Кровотечение. Кровотечение работает таким образом, что на следующий раунд, на конец хода противника, его юнит получит 1 урон. И, соответственно, это 2 урона эффективно. Там в зависимости, соответственно, от ситуации есть... В большинстве случаев он используется как яд, но в некоторых ситуациях он очень хорошо заходит как блидинг. И Street Urchin, попрошайки. Profit 3. Если я нажму один раз, соответственно, заплачу 1 монетку, то они бустанут себя на 1. Тоже, кстати, Blind Eyes. То есть их можно играть вместе с пассифлорой для того, чтобы ее активировать. Вот, в принципе, это вся колода. Это более легкая вариация, и она не специализирована против одной из метовых дек. Не буду сейчас углубляться в разъяснение второй вариации этой колоды, просто покажу, соответственно, каким образом работает это. Так. Деньги. Поехали. Кстати, могу же музыку поставить. Ладно, потом поставлю. Мы играем против Фольтеста из Северных Королевств. И что у него здесь? Royal Inspiration boost an ally unit by 1 cooldown 2. Ну, то есть он будет пытаться бустить своих юнитов. У него, соответственно, юниты работают от буста. Если они имеют буст, то они будут иметь больше силы. Значит, реданец у нас должен вылетать из колоды, поэтому я его отсюда убираю. Он нам отправляется обратно в колоду. Теперь, что у нас есть? У нас есть один яд самурала, есть защита, нет пассифлоры, есть питпокет. Мы берем, постараемся убрать это. Нам нужно сейчас вытащить еще один, нам нужно вытащить пассифлору. Но она нам не пришла. Итак, пассифлоры нет, поэтому, да, и не особо хочется играть ее на первый ход. Я сыграю себе вот этого вот хаунда, то, что он будет наиболее сейвовым вариантом в данном случае. И, кстати, я хожу первый, поэтому, соответственно, у меня есть лампа. А у него его тринкета нету. Будем ждать, будем смотреть, что мы можем делать. Мадам Луиза может с трибутом сыграть с Адриана, если мне очень понадобится. Но это не сильно хорошая идея. То, что мне нужно найти или пассифлору, потому что она Blind Eyes, и он, кстати, тоже. Или мне нужно найти Саволу, потому что она очень хорошо сочетается с Саволой. Так. Seal, Order, Range, Barricade, Gain One Charge. Окей, то есть мы можем его украсть спокойно. Нет, не можем, потому что у нас нет монеток. Что мы тогда будем делать? Мы можем защитить Хаунда, либо можем сыграть банк.
Ну, лидер абилити я не буду сейчас здесь юзать. Из особо проактивных мувов у меня особо ничего нету. Я не знаю, играет ли эта дека ремовал артефактов, сможет ли он сломать мне пассифлору. Поэтому я просто поставлю сейчас Азара с трибутом, для того, чтобы защитить собаку. И смотрим, что из этого выйдет. Собака будет бафаться, и пока он не убьет скоробеев, соответственно, он не сможет снять с нее вот этот один армор, который будет продолжать мне бафать собаку, и, соответственно, собака, так называемо, мне работает как engine, двигатель моей стратегии. Набирает балл. Он должен будет что-то сделать для того, чтобы убрать этих скоробеев, прежде чем он доберется до моей собаки. Было бы неплохо вот сейчас посмотреть, что у меня есть из разыгранных карт и что у меня вообще может отсюда выпасть. Мне может выпасть Urchinты, и мне дадут монетки. Мне может выпасть Саул, который будет бафаться с течением времени. Мне может выпасть Яд, и потом я, соответственно, смогу ремовнуть его, вот этого пацана, который дамажит. Может выпасть Эвард, я тогда его убью просто монетками. Савола не предпочтительно, могу еще пассифлору разыграть. Ну, давай посмотрим, что мы можем здесь сделать. Сыграем банк. Банк дает 3 монетки. Я могу посмотреть, что у нас есть наверху. У нас есть яд. Фистек. Я заплачу 1 монетку, получу 4. И делаем вот так. Я отравил, получил 6 монеток. Заебись. Лампу я пока не разыгрываю. Потому что, ну не знаю, потому что я планирую играть больше. Тепло, Purify Adjacent Things. О! Хорошо. Он его бустанул. Еще и очистил. Плохо. Плохо. Раз он его очистил, то я не смогу, соответственно, воспользоваться тем ядом, который у меня был. Что мы в таком случае делаем? Он в любом случае должен будет потратить еще ход для того, чтобы убить скоробея. Я могу разыграть морала. Опять сюда же. В него же. И закончить ход. Посмотреть, есть ли у него еще Purify. Если у него нету Purify, то тогда я сыграю Трафикера, и, соответственно, он добьет вот этого Арчера. Он пасанул. Ну, что ж, пасанул так пасанул. Ничего не скажешь. У него есть преимущество на карту. У меня, соответственно, что? У меня меньше на 1 карту, но я выиграл раунд. И особо, честно говоря, ничего не потратил. Что я потратил? Собаку, защиту и морала. Ну, типа, окей. Так, у меня было 6 монет, половина монет пропадает в начале следующего хода. Значит, у меня будет 3 монеты. Пикпокет дает мне 7. То есть особо нет смысла держать пикпокет у себя в руках. Слишком много генерации монеток. Я уберу еще одних Urchintов. И мне не выпала пассифлора. Что в данном случае мы можем сделать? Мы можем что-то разыграть. Вопрос в том, что... Мне нужно ставить 2 блайндайса на пассифлору. Допустим, это будет Седактрес и это будет Адриана. Значит, я могу сыграть других блайндайс, и это будет Стрит Urchin. Они мне дадут еще 3 монетки. Я с ними смогу что-нибудь делать. Это лоу темпо, но других вариантов у меня сейчас особо нет. И плюс мне нужно вытащить реданса с колоды. Так. Он поставил engine, который бафается от этих самых баррикад рейндж. Exposed, это значит, если у него пропадает щиток, то он будет что-то сделать. Он двинется на милли роу и надамажит на 2 самого сильного юнита. Это достаточно сильный engine, поэтому я могу использовать Филиппу для того, чтобы у него его забрать. Я заплачу 3 монетки и переманю эту штуку себе. Теперь она будет бафаться у меня. Как бы здорово. Теперь у меня 7 карт. И эффективно как бы я не трачу карты на следующий ход. То есть ко мне придет, если что, еще 3 карты, если я захочу сейчас пасануть. Вопрос в другом. Хочу ли я сейчас пасануть? В принципе, если я сейчас пасану, у меня больше баллов. У меня 9, у него 5. Ему придется все равно разыграть какую-то карту, и мы с ним будем играть один длинный раунд.
Мне желательно иметь пассифлору, для того, чтобы я смог ее разыграть, потому что без пассифлоры половина этих карт будет мертвая. И как бы охотник мне не особо нужен. Мне нужен еще один яд, поэтому я просто пасану здесь. И дождусь, чтобы мне пришли еще 3 карты с колод, и посмотрю, что, соответственно, у них там есть. Он играет команда. Он его бахнет. И ровно на 1 очко он меня опередит. Нормально. Все, мы играем на равных, но за мной последнее слово. То есть последнюю карту поставлю я. Поэтому я сейчас буду в преимуществе. Он ходит первый, я хожу реактивно. То есть я буду смотреть, что он будет с этим совсем делать. Мне пришло еще 2 яда. Что у меня есть? У меня есть 1 спендер. Мне не нужен охотник. Теперь вопрос такой. Мне может выпасть спокойно реданец в руке. И это мертвая карта на самом деле. С этим я смогу работать. С этим... У меня 2 яда. Давай рискнем. Я попробую вытащить себе пассифлору. Рискнул. Получилось. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Хорошо. Пассифлора есть. Теперь. У него может быть артефакт ремувал. То есть он может мне сломать эту пассифлору. Вопрос заключается лишь в том, что как бы независимо от того, как я буду ходить, у него все равно как бы этот юнит будет держаться в руке ровно до момента, пока я ее кину. Поэтому мне нет смысла ее особо задерживать в руке. Типа ждать. Как-то выбойтить у него эту карту я не смогу. Поэтому я просто кину пассифлору. И, соответственно, дам ему ход. Будем смотреть, что у него есть. Если у него есть артефакт ремувер, он красавчик. Если у него нету, то как бы лох Петр нет друзей. Будем посмотреть. У него есть бочлинг, который будет наносить по урону в конце каждого хода. Интересно, как повышается его эта карта. Ага, если у него есть щит, то он себя повышает на 1. Ну, если что, мы можем его снять этим самым ядом. Purify, в принципе, уже использовал. Что мы можем здесь сделать? В принципе, мы зарабатываем 3 монетки отсюда. 3 монетки отсюда, если я убиваю бочлинга, и мне нужно будет разыграть еще что-то. Я могу убить бочлинга, вот так вот, заработать 3 монетки. Разыграть Адриана, заплатить, и у меня будет лишнее Сидактрис. Вот. Будем агрессивно развивать нашу борду. Так как у нас теперь 2 куртизанки, они будут работать от любой карты, которую он разыграет, поэтому они будут бафать себя, независимо от того, что, соответственно, он разыгрывает. Он разыграл карту, они бафнулись. Если ему нечем их убирать, то, соответственно, они будут потихонечку себя повышать в силе. Плюс еще стоят эти самые отдельно куртизанки, вот эти вот 4. Но он, скорее всего, сейчас их убьет. Нет, он убил эту самую Седактрис. Хорошо. Что мы здесь можем взять? Мы можем разыграть последний Blind Dice и получить за это свои монетки. Да. Заключается в том, что мы немножко переборщим с монетками потом. Хотя я могу разыграть потом Си Джекова. Давай мы все-таки ее разыграем. Получим свои 6 монеток. Все. Заебись. Сейчас будем смотреть, что из этого всего выйдет. Хорошо. Угу. То есть он будет теперь стараться ставить армор на своих челиков. Я не знаю, конечно, как это у него в его деке работает. Но допустим. Что я могу здесь сделать? У меня есть 7... Ну, в любом случае, что бы я ни сделал, получается, я потрачу монетки лишние. Давай я поставлю Саула, чтобы он начинал потихонечку бафаться. Он начнет бафаться с 2.
Вот. И будем смотреть, что у него еще есть. Есть ли у него какие-либо ремувалы и так далее. Хорошо. Теперь, как мне сыграть всю эту штуку так, чтобы... Ну, значит, голландец у меня вытащится в любом случае с пикпокетом. Но я не хочу тратить лишние монетки, потому что максимум у меня может быть 9, а если я разыграю пикпокет, это будет 14, и я эффективно теряю 5 монеток, то есть мне нужно будет где-то от 3 до 5 монеток потратить. Скорее всего, я их потрачу на Си Джекала, но вопрос заключается в том, когда я их потрачу. Плюс ко всему, я не хочу раскрывать сейчас яд, чтобы он, если что, не очистил своего челика от яда. Поэтому я пока сыграю мадам Луизу, она самый нейтральный вариант в данном случае. Потому что она свою работу все равно делает. Если я ее уже поставил на борт, то она в любом случае активировалась Саволу. Даже если ее убьют, ее вот эта вот обилка, деплой, она все равно сработает. Угу. Так. Хорошо. Поставил свой. Так. Что мы можем здесь сделать? Я могу здесь поставить Си Джекала и бафнуть его на двоечку. На троечку, получается. Да. Даже еще раз могу бафнуть. На всякий случай. Все. Теперь я с питпокера теряю только одну монетку. Я разыграю питпокет следующим. Скорее всего. Да. Давай я сыграю питпокет. Для того, чтобы у меня Сеул бафался на 3. И, да, реданец вылетает с деки. Отлично. Хорошо. Ага. Убил. Окей. Хорошо. Потихонечку будет бахать своего челика. Хорошо. Что мы теперь имеем? Мы имеем 9 монет. Я получаю с фистека 4. Я могу, значит, потратить 2 раза Джекала, бафнуть его на 7, на 6. Раз, два. И получить 4 монетки из фистека. Текс. Теперь мы ждем. Что он будет делать? Так. Удар, удар. Блять, будка. Хорошо. Главное, чтобы у него не было пюрифая. Да, буст бейтен. Ну, пойдет, окей. Типа, с пивом потянет. Я у него все равно 22 сейчас уберу. Так, отравили второй раз, он умер. Конец хода. Ждем. Теперь еще. Мы смотрим, что он будет делать. Но в любом случае он проиграл, потому что у меня на хордере будет сейчас еще сколько? 6 плюс 4, 10. И на Саволе еще 13, 23. То есть ему эффективно нужно 40 с лишним заработать на одной карте. А это Unreal. Так что и так гиги. Смотрим, смотрим, смотрим. Ну, это Геральт из Ривии, окей. Он решает убивать Сеула. Окей. Все. Его ходы закончились. Я ставлю Саволу. Я уже выиграл. И я трачу все монетки вот сюда. Как-то так. У него была карта на 20 сколько? На 21. Ему была нужна карта на 40. Да. Да, ровно. На 41 для того, чтобы он выиграл. Но ее не было. Вот так вот. Я получил карту. Еще немножко продвинулся по рангу. Вот как-то так.
Идем дальше. Итак, мы играем против долбанных Скайтейлей. И, кстати, вторая колода, которая играется на Синдикате, она против них очень хорошо заходит. Вот. Но так как мы играем на этой, нам нужно придумать что-то здесь. Какой-нибудь Long Ground 1. Пассифлора есть. Британец не нужен. Вичхантер, я не думаю, что я смогу. Сколько у меня есть яда? Нормально у меня есть яда. Сыграю морала. Потому что если он убивает морала, то я спокойно фистекаю трафикером, добивая его челика. Если он не убивает морала, то очищает челика, то я в любом случае накидываю второй яд с морала и кидаю фистек. Да. Ези. Изи. Разменяли голд на голд. Бронз на бронз. И я, соответственно, имею 3 в плюсе. Give it a poison. Интересное решение. Сколько у меня blind дайсов есть? 2. Хочу ли я его пушить в этом раунде? Не очень сильно я его хочу пушить. Но в то же самое время вот так вот будет вполне достаточно для того, чтобы он что-то еще сделал. Это low tempo, при том, что я его обгоняю. Может разыграть второй яд сейчас. Хотя, нахера убивать тройку. Интересный будет мув. Зачем убивать тройку? Хорошо. Так. Что я могу здесь сделать? Я могу здесь сыграть очень медленно. Или могу, соответственно, пойти в агрессию. Я могу сыграть пассифлору и 1 на Urchin. Что это мне даст? Это мне даст 4 плюс 1. Это будет ровно 10. Почему нет, собственно? На равных с ним иду. Ну, давай мы дадим ему выбор. Хочет ли он дальше играть, или он хочет спасануть. Встроен артефакт, окей. Специфическая колонна. Достаточно, ладно. Пускаем медленно через Blind Eyes. Вытащим реданса. Хорошо. Какие у нас есть здесь варианты? Мадам Луиза в банк. Почему нет? Хорошая идея. А если не мадам Луиза в банк, то тогда что? 3 просто банк играть верхнюю. Давай. 1, 2, 3. Банк. Хуёво. Сколько у меня там монеток получается? 6. Я сыграю так. 2. И будет carry over.
И еще один Эрч. Хорошо. Разобрались. Пас. Кинбоя у меня нету. Поэтому чем больше я буду его блидить, тем будет гораздо удобнее для меня. Поэтому надо что-то придумать. У меня есть 2 фистека. 3 осталось с прошлого раунда. Я могу защититься. Но мне фистеки по факту не нужны, потому что у меня есть доход отсюда. Я уберу фистек. Я уберу фистек. И у меня все золотые карты. Заебись. Я играю первый. Что я могу сделать? Я могу открыться через 2 скоробеев. Дальше смотреть, что он будет делать. Хорошо, мы поставим собаку. Пускай собака работает. То есть он играет какой-то гибрид через Ярпина или как он там. Раз он пытается бафать то, что у него есть в руке. Хорошо, он будет пытаться, значит, мувить моих скоробеев. Если я его убью, я получу за это не так уж много монет. Я бы сыграл вот этого челика с трибутом. Да. Седактор под защитой. Он сыграл трапу. Кого мне не жалко кинуть в трапу? Мадам Луизу? Давай мы мадам Луизу кинем. Я не знаю, какие у СКТ или трапы, поэтому предположу, что это была типа на убить юнита. Хотя я не думаю, что такая есть. Что он будет пытаться делать, интересно? Угу. Он будет пытаться стакать эльфов. Unlucky. Unlucky boy. Давай мы сыграем Саволу с Кириовором. И собака у нас все еще работает. Это очень хорошо. Потому что собака нам будет генерировать поинты. Раз за разом. Никого убивать я уже не собираюсь. По факту. Кернт из Риги. Опять не кидать на передний ряд. Что-то не очень прикольно. Так, допустим, тогда мы сыграем Эварда. Эварда. Убьем вот эту штуку. Да. Это я, конечно, дал ему валы. Ну, что ж. Будем смотреть, что он может сделать. Потому что каждый ход, когда он разыгрывает юнита, он... Сколько меня бафает? На 1. Boost all allies by 1. Интересно. 35, 43. Никого на 6 я уже не убью, поэтому я просто пасану. Потому что по факту Саул это мертвая карта. А ему придется разыграть еще что-то. Ну что ж.
Мы играем на равных. У меня есть Саул. За мной первый ход. Точнее, за ним первый ход, за мной последний ход. Что у меня есть? Таки. У меня есть Филиппа еще. Джекл. Мне нужен яд. Теперь у меня есть яд. Но мне все еще нахер не нужен. Я не думаю, что я найду валы с Саула. Хотя, больше я не найду валы с Фистека. И мне выпал второй Фистек. Охуенно. Ладно. Будем думать. Могу сыграть Эрчентов и убить вот этого челика. Сколько мне это даст? 8. Окей. Окей. Я бафаю стрит Эрчентов на 2. Ставлю Саула. Будет бафаться на 2. Ну, пойдет. Окей. Значит, я делаю его так, чтобы у меня было 5 монеток. Получаю с Фистека 4. Выпадает рединец. Ританец. И Сеул 9. Хорошо. Смотрим, что у него есть по картам. Ну и спендер у меня охеренно большой. Угу. Угу. 4. Окей. Это победа. Так, раз. Тратишь все деньги сюда. И еще одну сюда. ГГ. Это был странный эльф. И он делал неправильный мед.